Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на втором обсуждении темы продовольствия в Европе и странах СНГ. Меня зовут Максим Вергейчик, я технический специалист Бюро по политике и программному развитию программы развития ООН, член тематической коалиции ООН по устойчивым продовольственным системам в Европе и странах СНГ. Сегодняшняя беседа посвящена экологическим аспектам продовольственной отрасли. Повышение экологических стандартов – одно из трех ключевых направлений, озвученных на продовольственном саммите ООН в 2021 году. Сегодня мы обсудим насущные проблемы и современные подходы к повышению экологической устойчивости и опыт их применения в нашем регионе. Большинство ученых сходятся во мнении, что наша экономика находится на критическом этапе, в частности в связи с изменением климата и потерей биологического разнообразия. Подвергая угрозе климата и экосистемы, мы тем самым подрываем основу нашей экономики. Из всех отраслей сельское хозяйство, будучи напрямую зависимо от природных ресурсов и климата, сталкивается с высоким риском снижения продуктивности. В последние годы наблюдается рост политического внимания к вопросам климата и биоразнообразия. Активизируются коалиции, направленные на экологизацию отраслей, в том числе сельского хозяйства. Саммит ООН по продовольственным системам, конференция сторон по климату в прошлом году и конференция сторон по биоразнообразию в Китае в этом году ставят перед сообществом конкретные задачи по сокращению негативного воздействия и продвижению подходов, которые полностью учитывают способность планетарных систем компенсировать воздействие человека и самовосстанавливаться. Позвольте мне представить нашего сегодняшнего гостя, господин Искандербек Айдаралиев, директор Федерации органического движения Кыргызстана, которая входит в Международную федерацию органического земледения. Господин Айдаралиев, рад приветствовать вас на нашем разговоре. Добрый день. Здравствуйте, Максим. Спасибо за приглашение на сегодняшнюю беседу. Спасибо организаторам сегодняшней беседы. Я думаю, у нас сегодня состоится вот такой дельный, интересный разговор. Я надеюсь на это. Искандербек Разбекович Айдаралиев, кыргызский политик и государственный деятель. С 2012 года он является президентом Федерации органического развития Кыргызстана БИАК, неправительственной организации, чье видение основано на основах системного подхода к сохранению и развитию биокультурного разнообразия Кыргызстана путем внедрения принципов органического сельского хозяйства, здоровье, экология, справедливость, забота. Он также является президентом Международной федерации движений за органическое и сельское хозяйство в Евразии, регионального альянса, работающего над развитием сектора органических продуктов питания и сельского хозяйства в регионе. Он имеет большой политический опыт в местном и региональном управлении и администрации, и в 2007 году он был назначен президентом Кыргызской республики первым вице-премьер-министром. Первый вопрос, который бы хотелось задать, касается взаимодействия климатических систем и сельского хозяйства. Вот буквально на днях был опубликован тематический доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата о сельском хозяйстве и климате. С одной стороны, климатические изменения требуют серьезной адаптации производства, а с другой стороны, сельское хозяйство как отрасль остается одним из основных источников выбросов парниковых газов. И это связано с производством минеральных удобрений и с использованием ископаемого топлива в отрасли. Вот с вашей точки зрения, какие шаги нужно предпринимать, чтобы учесть вопросы климата в сельском хозяйстве? Да, этот вопрос уже давно поднимается, потому что у нас действительно происходит изменение климата. Это напрямую оказывает действие именно вопросам сельскохозяйства. Сельскохозяйство тоже именно по выбросам парниковых газов в атмосферу играет особую роль. Мы это прекрасно понимаем, потому что мы все фермеры и руководители государств, мы всегда хотим побольше собирать урожай, побольше получить денежные средства, это прибыль и так далее. Поэтому мы гонимся только за валом.
а второстепенно смотрим на вопросы экологии. Поэтому у нас сегодня вот такое состояние именно по вопросам экологии, по вопросам изменения климата. Поэтому не зря этот вопрос поднимается уже давно, 92-95 года, именно в стенах ООН. Там, в общем-то, очень много саммитов, международных конференций. На этих конференциях, саммитах принимают именно вот такие документы, подписавшихся представителям со всех государств. Но на сегодня, что я хотел сказать, вот эти все документы, обращения, соглашения и другие официальные документы просто остаются на бумажке. Это чисто мое личное мнение. Пора переходить от слов к делу. Поэтому мы должны сейчас чисто такие принимать практические шаги. Именно об этом межправительственная группа экспертов они написали. Они сделали выводы, если вот с такими темпами идти дальше, тогда нас ждет сегодня катастрофа. И они перечислили несколько рекомендаций. Это изменение климата, которое касается изменения климата. Надо удержать вот это 1,5 градусов Цельсия, собрать, в общем-то, финансовые средства, набрать в одно направление, именно направление вот изменения климата, экологии, и еще там оказать помощь, поддержку именно малообеспеченным семьям, слоям населения. Здесь все ясно. Теперь вот если подойти к вопросам сельскохозяйства, сельскохозяйство – это главная отрасль сегодня по всей планете, потому что продовольственная безопасность – это все напрямую касается сельского хозяйства. Сельское хозяйство по выбросам парниковых газов в атмосферу тоже играет здесь главную роль. Мы не должны отрицать, потому что все за долгие годы у нас происходит интенсивная технология, растет урожайность, там применяются современные технологии, и таким образом мы только гонимся за валом, за денежными средствами, за прибылью и так далее, и прочее, и таким образом у нас второстепенно остается отношение к природе, изменение климата и так далее, и прочее. Поэтому здесь надо адаптировать сельское хозяйство именно к изменению климата. Хорошо. Вот как раз вы остановились на вопросе о том, что сельское хозяйство сегодня не только с климатом, и вопросы возникают в отношении изменения климата, но и в отношении природных экосистем. Вот мой второй вопрос – это насколько важно сосуществование естественных, нетронутых экосистем по соседству с сельскохозяйственными производственными площадями, да, то есть насколько важны природные территории как места обитания флоры и фауны или места, где обеспечивается нормальный уровень грунтовых вод, обеспечивается нормальная жизнеспособность опылителей. То есть те услуги, которые фактически, может быть, они невидимы сегодня, недооценены, но они используются в сельском хозяйстве и в других отраслях экономики. С вашей точки зрения, есть такая проблематика? И как вы видите здесь вот сосуществование естественных объектов и сельского хозяйства? Конечно, здесь проблема есть, не маленькая проблема, а очень большая проблема, потому что природа, она создает. Вот биоразнообразие, это как раз вот регулирует именно баланс природы. Вот мы, конечно, очень так занимались активно, я же выше подчеркнул, чтобы получить побольше урожаев, там мы пошли по другому пути. Мы развивали химическую промышленность, чтобы применять минеральные удобрения, химические вещества.
Я помню, вот 70-е годы гонка была, кто больше получит урожай, именно между странами мира. И вот каждое государство тогда вот эти все научный потенциал и так далее, финансовые средства все полностью направили, чтобы побольше получить урожай, что надо сделать. И она пошла именно вот на химическую отрасль, и таким образом появились вот гербициды, пестициды, там химическое удобрение, минеральное удобрение и так далее. И вот таким образом, даже я помню, вот когда мы маленькие были, вот учились в школе, было обязательство именно от коллективных хозяйств со стороны областных, даже вот республиканских штабов, получать, выкупить хозяйство столько тонн минеральных удобрений и там дать, в общем-то, там нормативы на 1 гектар столько-то килограммов минеральных удобрений, чтобы повысить урожайность. И таким образом за 70 лет мы погубили землю. На сегодня, если вот по Кыргызстану брать, от 40 выше земли сельскохозяйственного значения вот деградированы. Потому что раньше эта забота была государственного масштаба, сегодня это забота каждого фермера, потому что земля частная собственность, мелкотоварное производство, и каждый фермер, он специалист, не специалист, он опять думает получить побольше урожая. Поэтому они, естественно, будут менять именно вот химические, вот синтетические удобрения. А они не думают, что завтра и послезавтра земля деградируется и оттуда ничего не получишь. Вот таким образом сейчас это каждое государство должно брать обязательства и менять ли технологии, вот естественные, вы же как раз вопрос задавали, биоразнообразие сегодня, вопросы биоразнообразия сегодня тоже вот на первом плане, потому что мы, применяя химические вещества, мы все практически исчезло биоразнообразие, а природа создавала именно таким образом вот эти все флору, фауну, они должны самостоятельно сами природа создавала, чтобы они держали баланс. А сегодня вот такого баланса нет. Поэтому я за развитие биоразнообразия, потому что мы поэтому занимаемся органическим производством. Здесь как раз в органическом производстве компонент номер 1 – это биоразнообразие. Действительно, вот отсутствие использования химических удобрений, в принципе, с точки зрения многих ученых, это одно из основных направлений снять нагрузку на опылителей, да, и на целую так сказать, целые блоки видов микрофлоры, микрофауны в почве и так далее. Но вот есть такой вопрос о том, что органическое земледелие или другие экологически щадящие методы, как отсутствие механической обработки почвы, например, они не дают такой урожайности. И есть большой вопрос и даже полемика о том, насколько должен быть баланс между... Вот вы говорили о том, что фермеры продолжают гнаться в краткосрочной перспективе за высокой урожайностью в большинстве случаев, а ваше движение как раз проповедует немножко иную философию. Я так понимаю, здесь скорее расчет на то, что в конечном счете, в долгосрочной перспективе, те технологии, над которыми работает ваша ассоциация, они обеспечивают будущее. Вот вы можете прокомментировать вашу точку зрения и как вести диалог с теми фермерами, которые, может быть, не до конца пока понимают значимость и вот этого баланса между экологией и краткосрочной экономической выгодой? Да, вот после реформирования вот именно сельского хозяйства, вот, например, вот нашего государства, раньше вот это по всему Советскому Союзу было большие хозяйства, мы все это помним, колхозы, совхозы, это коллективное хозяйство.
после перехода к рыночной системе у нас появились мелкотоварные производства. Это каждая семья, практически семейные фермерские хозяйства. И таким образом мы все стали фермерами. Все, кто проживает в сельской местности, он сегодня фермер. У него образование имеется, не имеется, опыт, практика имеется, не имеется, все равно он фермер. Поэтому они подошли именно к сельскому хозяйству, например, по обработке земель, по своим понятиям. У него образования нет, опыта, практик нету. И таким образом в течение нескольких лет они думали, что земля просто обрабатывать или что-то не вложив, надо побольше. Такой менталитет был. Сегодня среди фермеров, конечно, появляется такое понятие, это частная собственность, это мое. И они уже начали как-то немножко научно подойти к данному вопросу. Например, бонитет земель, например, микроэлементы, земельные доли имеются, не имеются, они абсолютно ничего не понимали. А сейчас через лабораторию свою землю пропускают, и таким образом, какие микроэлементы не хватает, они стараются, чтобы вложить, дать матери земле такие удобрения, вещества. И сегодня органическое производство, я же говорил, деградируются земли. Верхний гумус практически не во всех землях, там большинство землях сегодня исчезло, потому что мы элементарные технологии правильного полива даже не знали. Сегодня восстанавливать земли, сельскохозяйственные земли, это надо только одна технология, это технология органического производства. Это обработка, правильная обработка земель, спашки, посев, полив, в общем-то, по нормативам давать минеральные удобрения, органические удобрения, но наша главный компонент – это органика. Поэтому, конечно, здесь очень много таких спорных вопросов. Во-первых, между производителями именно минеральных химических удобрений и органиками, потому что это конкуренция, это альтернатива. И здесь тоже такая большая борьба идет на сегодня, это по всему миру. Но у нас в Кыргызстане, что хорошо, у нас именно завод по производству минеральных удобрений. Химических веществ на сегодня нет. Мы все эти химические вещества покупаем со стороны. Это Казахстан, Россия, Узбекистан. И поэтому у нас именно после развала Советского Союза раньше государство обеспечивало именно минеральными и химическими удобрениями. Сегодня каждый фермер думает только сам себя обеспечивает, и если карман позволяет, он, конечно, будет покупать. Но если статистические данные посмотреть, потребность где-то 300 тысяч лишним тысяч тонн именно по минеральным удобрениям у нас в нашем государстве. А сегодня фермеры покупают где-то 100 тысяч. Это 3 раза меньше получается в сравнении тем временами. Поэтому у нас, конечно, переходить к органике, потенциал большой в Кыргызстане. Земля у нас чище, чем по сравнению с соседями. Пастбища. У нас что удивительно, у нас животноводская отрасль, республика аграрный, 93% от всех земель сельского хозяйства, в общем-то, от всей территории, это горы, это пастбища и так далее. Поэтому у нас органические животные именно тоже имеется потенциал большой для органических животных, потому что животные должны постоянно пасутся. Поэтому, конечно, на сегодня есть такая проблема номер один, когда мы
проводим агитационную работу среди наших фермеров, они в первую очередь задают вопрос, сколько стоит органическое производство, органическая картошка. Мы же говорим, именно вот согласно исследованию или там согласно практике мирового масштаба, где-то на 20% по стоимости выше органический продукт, чем традиционный. Ну вот они вот на это сразу вот у них интерес появляется, и вот каким-то образом стараются переходить. Вот через год, через два, вот обычно вот по требованиям органики земля должна очищаться в течение 3 лет без применения вот именно химических минеральных удобрений. И 4-й год земля считается органическим, получает сертификат на землю, и таким образом выращенный продукт является органическим. Вот 1-й год, если вот получив сертификат и не продаст на 20-30% выше, чем традиционный продукт, у него, у фермера уже это настроение падает. Почему? Не смог продать. Вот, поэтому вот таких очень много проблемных вопросов. Но у нас в Кыргызстане мы провели исследования, в общем-то, расчеты и так далее, прочее. Вот, если вот 300 тысяч тонн, если потребность такая была, сейчас вот 100 тысяч применяем, значит, мы так логически считали, что 1/3 часть это неорганическая, а 60% это органическая. Но это так, слова. Ну, получается, у вас, в принципе, исторически предпосылки сложились в стране для того, чтобы этот переход осуществлялся, и получается, что он у вас в какой-то степени естественным образом складывается. Но вот я специально очень внимательно вас слушал, не перебивая, потому что все детали, о которых вы говорили, о том, как развивается органическая и другие экологические, технологии в Кыргызстане, это очень интересно. И я просто для себя подметил, что вы все время говорите мы, видно просто, что здесь не сами фермеры, а именно работа вашего объединения играла ключевую роль. Это, кстати, вот такой вопрос. Насколько вы считаете важно, чтобы фермер был в группе, чтобы он чувствовал поддержку, чтобы были коалиции, в том числе в разговорах с правительством, в том числе в пробивании каких-то стимулов для себя. Вот насколько это важно на вашем примере? Очень интересный вопрос, Максим, потому что вот фермер вот один, я же говорил, каждая семья сейчас, сама семья это самое фермерское хозяйство. Вот один фермер, если вот он хочет переходить к органике, и вот, чтобы получить поддержку со стороны правительства, со стороны государства, он никак в одном лице не может дойти до порога даже вот Белого дома, так можно сказать. Поэтому объединиться в коалицию, это даст, конечно, большой толчок именно развитию органического сельскохозяйства, потому что вот эту федерацию, коалицию заходят именно те фермеры, которые вот убедились, они убежденные, фанаты, что органика – это перспектива. Вот они все понимают, это здоровье, это все. И таким образом они именно вот вокруг идеи этот самый объединяется, вот органика. И вот таким образом у нас в 2012 году мы образовали вот эту данную федерацию объединений. И вот с 2012 года мы как раз на национальном уровне занимаемся лоббированием, чтобы развивать органическое производство у нас в Кыргызстане. Вот все потенциалы, которые вот у нас на сегодня существуют, это чистая вода, ледники, земля, горы, пастбища и так далее. Вот это все мы с расчетом доказываем. Даже вот когда вот этот самый проводим тренинги, там информационные семинары и так далее, прочее, именно таким расчетом, таким обоснованием, что фермеры поняли. Потому что например, ценовая политика, конечно, всех устраивает, но они не думают вот перспективу, вот органик что даст. Поэтому вот мы все вот эти вопросы комплексно подходим к данному вопросу, и таким образом наши ряды, вот, она немножко увеличивается. Потому что
это, конечно, органика, само термин, это всем ясно, органика. А вот именно вот органическое производство, какие требования, там какие стандарты, какие там сертификаты, вот эти все процедуры, вопросы и так далее, прочее, конечно, это тяжеловато. Поэтому органические производства тоже вот медленно поднимается. Но перспектива это только вот органика, это экология. Это мы все прекрасно понимаем. Ну, а вот можно я спрошу, вот действительно получается, что объединение стало мощной силой, да, вы говорите, понемножку ваши ряды увеличиваются, ну, можно только пожелать, чтобы темпы увеличения рядов росли. Вот тут такой момент. Насколько коалиция помогает? Сегодня мы, например, в программе развития ООН провели анализ субсидий в сельском хозяйстве в Центральной Азии, и мы выяснили, что субсидии продолжают направляться на те же минеральные удобрения, на использование воды в больших объемах, покупку дизельного топлива, иными словами, на вещи, которые не только не способствуют, скорее даже усугубляют экологическую ситуацию в сельском хозяйстве. И субсидии на органическое земледелие, как мы выяснили, они есть, но они маленькие, они невысокие. Вот насколько важно работать с правительством и добиваться того, чтобы уменьшалась поддержка таких деструктивных, можно сказать, с экологической точки зрения технологий, и увеличивалась поддержка позитивных экологических технологий. Да, здесь вы правы. Если государство не поможет именно развитию органического производства, она зачахнется. Это мы все прекрасно понимаем. Федерация или там объединение – это несколько фермеров. Если со стороны государства поддержки не будет, стимула не будет, это все. Фермеры тоже скажут: спасибо, ребята, мы будем заниматься традиционной технологией. Вот наша задача именно лоббировать на национальном уровне, это правительство, это областные структуры и так далее. Вот мы с этого начинали. Мы со всеми областями, губернаторами подписывали это соглашение. Они каким образом должны поддержать наших фермеров, наша федерация чем должна заниматься и какие помощь должна оказать для развития органического производства. Кроме того, мы Министерством сельского хозяйства очень активно работаем, потому что она является мотором развития сельского хозяйства. И вот таким образом, что мы сделали в течение 10 лет? Самый первый вопрос, это мы совместно с Министерством сельского хозяйства разработали концепцию развития органического сельского хозяйства на 5 лет. Она была подписана правительством, принято постановление правительства. Это тоже национальный документ, именно официальный документ. Там четко расписано исполнители. Конечно, там денежные средства, там они конкретно не указаны, потому что сейчас такая ситуация. Кроме того, мы на уровне президентской администрации была принята стратегия устойчивого развития до 30 года. Туда тоже включили именно главным вектором развития, именно в этой стратегии, это органическое производство. Это тоже для нас большой документ. И кроме того, в 2019 году добились принятия закона об органическом сельском хозяйстве. И в этом же году наш парламент, депутаты согласились, Кыргызстан должен стать через некоторое время. Они прям записали, в течение 10 лет Кыргызстан должен стать органическим, экологическим государством, страной. Это тоже для нас очень большая была победа. И таким образом сегодня, после принятия закона, в прошлом году, в феврале месяце, вышло постановление. У нас, в общем-то, со стороны правительства выделяется дотация именно сельскому хозяйству. И туда мы смогли включить именно органических фермеров. Там перечень
фермеров, там переработка, селекция семеноводства, и там есть органическое производство. Это тоже большая победа. Сегодня прорабатывается именно вот в каком процентном соотношении, сколько вот объем средства, в каком процентном соотношении будет выделяться, вот это, такие документы прорабатываются. Это начало. И все правители тоже понимают, вот если раньше вот как-то вот сельскохозяйство вот они как-то вот на последний план оставляли, вот, а сегодня вот сельскохозяйство вот они вытащили на первый план, и вот субсидия из государственного бюджета практически, можно сказать, где-то около 10 раз она этот самый уже поднялась. Это, я думаю, очень такая солидная помощь. Это пока на сегодня на бумажке. Я думаю, раз бумажку записали, я думаю, она воплотится. Да, и я, в принципе, с вами согласен. Многие говорят, что вот декларативно принимается, но без декларации тяжело дальше действовать. А когда декларация есть, то тогда уже можно работать дальше на то, чтобы эта декларация выполнилась. То есть, в принципе, как вы сказали, у вас есть очень неплохая основа для того, чтобы двигаться дальше. И совершенно понятно, что вы проделали вот с ассоциацией и с вашими фермерами, которые в нее входят, очень большую работу. Можно только пожелать, чтобы вы не останавливались. Позвольте мне задать такой, может быть, философский вопрос. Вот органическое земледелие и вообще экологизация сельского хозяйства – это некий тренд, некая узкая ниша или это будущее, с вашей точки зрения? Это будущее, потому что мы все вот осознали уже, больше выхода нету. Органическое сельское хозяйство. Мы сейчас видим природно-климатические условия, куда катится, изменение климата, вот это все, исчезновение ледников, деградация земель. Мы же все видим, это показывает, это же не наука, это чисто практически доказано. Поэтому без именно наращивания новых технологий, без наращивания органического производства, у нас больше выхода нет. Поэтому каждое государство, она ставит перед собой стратегию, перспективу и так далее, прочее. Поэтому, я думаю, перспективу развития сельскохозяйства, она должна, главную роль должна занимать именно органическое производство. Поэтому мы в течение 10 лет нашей федерации, с момента образования, мы так планомерно, системно продвигаем органическое сельское хозяйство. Мы видим, что это перспектива нашего, не только нашего государства, это перспектива всего мира. Когда 10 лет тому назад, когда мы начинали, выступал, я интервью давал по телевидению, по радио, через средства массовой информации, и некоторые задавали вопрос: господин Айдар Алиев, вы нам сказку рассказываете, а сегодня 10 лет прошло, она на практике доказана. Все начиная сейчас с правителей, с первых лиц, начали говорить об органике, об экологии, об изменении климата, об определенной экономике. Они тоже видят, это очень такая перспективный главный вопрос. Поэтому вы знаете, я очень рад вашему ответу, потому что я, в принципе, считаю, что действительно, наверное, мир пришел к пониманию того, что то, что раньше было неким трендом или некой инновацией, оно, в принципе, является основой будущего, потому что учет экологии в экономике – это учет крайне важных параметров, а недоучет – это, к сожалению, наверное, в какой-то степени тупиковый путь, потому что рано или поздно человек столкнется с ограничениями, которые он не сможет преодолеть. Если он не научится сосуществовать с природой, давать возможность природе восстанавливать собственные ресурсы и экосистемные услуги. Господин Айдар Алиев, я благодарю вас за очень интересный разговор, за то, что вы нашли время с нами поделиться опытом. И надеюсь, что ассоциация будет дальше только, как вы сказали, наращивать ряды.
Большое вам спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо вам тоже большое. Я думаю, такой интересной беседы состоялась. Конечно, времени сегодня мало было. Можно было бы еще этот самый обширно обсудить, потому что это очень актуальный вопрос. Поэтому я очень благодарен за тех организаторов, которые вот организовывали такую беседу. Я думаю, если консолидировать наши силы, средства по всей планете, я думаю, мы добьемся к чему-то. Мы именно окажем практически помощь самой природе. Если мы такой шаг не примем, природа сама, она заберет, что нужно. Тогда всем поздно будет. Спасибо. Спасибо, совершенно с вами согласен. Спасибо еще раз. Я хотел бы подытожить. Сегодня, как вот мы слышали из разговора, вопросы учета экологии перестают быть трендом, а становятся важным компонентом планирования, ведения сельского хозяйства. И действительно, соглашусь с нашим собеседником, то, насколько успешно нам удастся осуществить эту трансформацию, зависит от совместных усилий, от объединения фермеров, общественных объединений, правительств, международных организаций. Мы надеемся, наши диалоги позволят вам лучше ориентироваться в вопросах устойчивого сельского хозяйства. Заходите на сайт саммита ООН по продовольственным системам, на котором много актуальной и полезной информации в этой области. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.